Ну, я тоже выбрал локальную запись, так что, клянусь богом, у нас все получится. Я так или иначе это сделаю. Я больше ничего не трогаю, ребята. Обещаю, что буду держать себя в руках. Я буду как бездомный в нью-йоркском метро и буду яростно засовывать руки в штаны. Я ничего не трогаю. О, конечно. Ну, начнем сначала. Я просто сделаю небольшое вступление. Как вы знаете, тренер Red Pill всегда поддерживал мужчин. И я не знаю, можно ли назвать его защитником прав мужчин, но это было бы справедливо. У него был канал на YouTube. Он был первым создателем контента на тему красной таблетки, которого я нашел. Потому что ввел в поиск на YouTube «красная таблетка», и он был первым, кто появился. И я начал смотреть его контент. И я начал искать просто потому, что, как бы это сказать... Свидания, интернет и все остальное очень быстро испортились. Это, наверное, лучший способ описать все это. Давайте я изменю размер, чтобы вы были в моем стриме или в моей локальной записи, на случай, если я ошибусь. У меня есть резервная копия. Вот так. Хорошо. И все пошло наперекосяк в мире свиданий. А что случилось? Я собрал вещи. У меня был очень тяжелый разрыв. Я ненавидел свою работу. Я бросил работу сетевого инженера с зарплатой 120 тысяч в год и просто сказал, я ухожу. Я собрал все свои вещи, стер шахматные фигуры с доски и решил начать все сначала. Я отправился в кругосветное путешествие. Украина была одной из остановок. Конечно, я остановился только в Киеве, но только потому, что это был главный центр, и у меня было мало времени до наступления зимы. А потом я объехал еще 36 стран. И я заметил одну вещь. Феминизм, антимужские настроения, свидания и женщины, которые хотят, чтобы мужчины были ростом 6 футов, с 6 кубиками пресса, шестизначными доходами, ну, знаете, 6 дюймов, а лучше 8. И вдруг я подумал, черт возьми, все меняется очень, очень быстро. Да, и я вернулся и сказал себе, я должен разобраться в этом, потому что слышал о красной таблетке и тому подобном. И тут появился ты. Расскажи нам о своем путешествии. Ты из Чили, верно? Да. Хорошо. А расскажи нам, как ты попал с YouTube в Украину, потому что это настоящее приключение, я думаю. О, конечно. Я заработал свои деньги в 2016 году. И вдруг, когда ты больше не гонишься за деньгами, у тебя появляется много свободного времени. И я начал заниматься YouTube, потому что еще в 2006 году, кажется, я хотел что-то подобное. Я немного поигрался с YouTube просто для развлечения. И я даже выложил пару видео, которые до сих пор там есть, но их было очень мало. Знаете, размер файлов был очень ограничен, и было много разных проблем. И я подумал, что это интересно для пары видео, но потом забыл об этом. А потом, в 2008 году, я начал зарабатывать деньги, управлять ими, но не очень много. Хорошая экономия, знаете ли. Я имею в виду, я сказал, хорошая экономия. Вы сказали, что вы зарабатываете деньги. Вот где вы собираете немного наличных и отдаете их этому парню по имени Тони. Да. Почти, знаете ли, немного сложнее, чем у всех в красивых костюмах, но в целом то же самое. Верно. Знаете, я управлял деньгами. У меня было около 8-значной суммы, а потом случился мировой финансовый кризис, и мне пришлось обратить внимание на мировую финансовую ситуацию. И я начал вести финансовый блог. И дело пошло. Я был блогером 3-4 года, наверное. Это было просто для развлечения и для того, чтобы я мог реализовать свои инвестиционные идеи. А потом я закрыл его, потому что мне это надоело к 2012 году или около того. А к 2016 году у меня уже были деньги. Так что деньги больше не были проблемой. Что мне делать со своим временем? И я вернулся на YouTube и подумал, о, YouTube теперь намного лучше. Я посмотрел много разных видео и заинтересовался формой. У меня есть опыт работы в кино. Я снял пару фильмов. Я продюсировал фильмы в Чили. И я решил, что попробую. И вот что произошло. Видите ли, я уже не молодой отец. У меня 4 детей, но 2 из них маленькие. Сейчас им 8, и скоро исполнится 10. И в 2016 году, в начале 2017, я подумал, когда моему сыну, которому тогда было 2 года,
понадобится хороший совет, я буду уже стариком. Мне сейчас 55, а тогда мне было 49. И я подумал, что было бы неплохо снять видео, которое бы научили его некоторым жизненным урокам, которые должен знать молодой человек в возрасте 20 или 30 лет, чтобы добиться успеха в жизни. И я начал снимать эти видео. И все говорят: о, я тренер по свиданиям, это моя жизнь. Я никогда не давал советов по свиданиям. Я говорил парням, каких женщин им не стоит выбирать, потому что часто легче определить, чего ты точно не хочешь, чем то, чего ты хочешь, верно? И одно из видео, которое стало популярным, было «Никогда не встречайся с девушкой, которая тебе не подходит». Оно набрало больше 1 миллиона просмотров. Ну, это все, что осталось на данный момент. Это становится очень сложно. Сейчас очень сложно найти исключение из правил, так сказать, хороших девушек. Да. И я просто начал снимать контент для красной таблетки. И, конечно, поскольку канал стал популярным, я начал больше говорить о женщинах, но я обсуждал и много других тем, верно? И не только о девушках. Некоторые из них были практическими советами, например, как давать чаевые и кому давать чаевые, что очень важно. И, например, почему брать кредиты – плохая идея и тому подобное, что нужно знать когда. Тебе за 20. Мужчина. Да, да. И я знал, что имя тренера Ретта звучит глупо, но я подумал, да, черт с ним. Это не важно. Это просто хобби, верно? Мне было все равно. Когда ты достигаешь определенного возраста, у тебя есть деньги, и тебе плевать, что думают люди, верно? И я начал снимать видео для тренера Ретта. И с тех пор, как это стало популярным, я продолжал снимать, потому что, знаете, включается эго, и тебе нужны цифры и клики, верно? Но к концу 2021 года мне это надоело, и я решил свернуть деятельность. А потом началась война в Украине. Я сейчас в Украине, потому что моя жена украинка. На самом деле она наполовину русская, наполовину украинка. И их сейчас нет в стране. Моя жена и 2 детей находятся за границей. И вот что произошло. Я встретил ее в Париже в 2011 году или около того. Я поехал в Германию навестить друзей, а она была няней. И знаете, это типичная история, да? Некоторые говорят, что я секс-турист, приехавший в Украину. Нет, это довольно забавно, потому что если вы живете в Украине, вы понимаете, что большинство девушек здесь очень консервативные. Это так. Когда я был в Киеве, я сходил на 2 или 3 свидания. Знаете, я был там американцем, просто заходил в приложение для знакомств, мог встречаться с людьми. И, кстати, я сходил на 3 свидания с 3 разными девушками. И только на 3-м или 4-м свидании одна из них позволила мне поцеловать ее в щеку. Когда ты говоришь, что ты консервативен, они отвечают: «Эй, я здесь ради серьезных отношений или брака, а ты просто путешественник. Так что мы не будем тратить на тебя время». Так что да, я тоже это заметил. С экспатами происходит то, что они привлекают свободных женщин, понимаете? Потому что женщины знают, что этот парень здесь ненадолго. Так что я просто воспользуюсь им и, может быть, найду себе хорошего украинского парня. Они не рассматривают иностранцев как долгосрочных партнеров. Конечно, нет. И они думают об этом. Понятно. И поэтому экспаты, которые приезжают в Украину, встречаются только со стриптизершами, проститутками и бог знает с кем еще. Но подавляющее большинство женщин в Украине очень консервативны и хотят обручальное кольцо на пальце. Они хотят выйти замуж. Они хотят завести ребенка к 25 годам, по крайней мере. И поэтому они очень консервативны в этом отношении. И, конечно, это касается не только Украины, но и Беларуси, и стран Балтии. Все девушки из этих стран, которые живут в США или Западной Европе, по определению мошенники ищут что-то. Понимаете? Обычно многие из них проститутки, потому что они думают: да, мы заработаем гораздо больше денег в Великобритании, Германии или США, чем в странах Балтии. Так что хороших девушек нет в барах, во-первых. И, по крайней мере, я это заметил.
А во-вторых, те, кто действительно хочет заработать и не против быть немного распущенными, как мы говорим, обычно оказываются в Амстердаме в квартале красных фонарей. И вы идете в самые дорогие заведения, которые находятся прямо перед входом, куда приходят иностранцы или кто-то еще. Эти женщины 10 из 10. Они как калифорнийские красотки. И почти каждая из них была украинкой, русской или смесью того и другого. Они идут туда, потому что знают, что они красивые и могут брать большие деньги. Вот куда идут те, кто хочет быть распущенным. Они не остаются в Киеве, где до сих пор есть здания с пулевыми отверстиями, и где нет денег. А женщины, которые остаются там, как вы сказали, похоже, хотят более традиционных джентльменов старой школы. Так что, да, я живу в Харькове, на востоке Украины. Это второй по величине город страны. Это промышленный город, очень серьезный в плане бизнеса. И женщины там такие же эффектные. Они все стройные, во-первых. В Украине нет толстушек. Верно. Я имею в виду, они есть. Вы можете увидеть одну или две, но я имею в виду. Это просто польские женщины, которые приезжают в гости. Возможно, я не знаю. Но что касается женщин в Украине, они великолепны. И поскольку это промышленный город, здесь нет экспатов. Вообще нет. И все девушки, которых вы встречаете, они как восьмерки, девятки, десятки. Я был в ресторане на днях. Я завтракал, верно? И из того места, где я сидел, мне было хорошо видно входную дверь. И я бы сказал, что каждая четвертая женщина могла бы быть моделью. Я имею в виду рост, внешность и просто общую красоту. И вдобавок ко всему, украинские женщины следят за своей внешностью. Они хорошо выглядят. Они красиво одеваются, понимаете? Я видел женщин, которые ходили по снегу на высоких каблуках, понимаете? Они заботятся о том, как они выглядят. И выглядят стильно. Понятно. Это не похоже на западных или американских женщин, которые все время выглядят неряшливо или ходят в спортзал, как проститутки, понимаете? Это совсем другое. Но в любом случае, я живу здесь с 2016 года и снимаю видео на YouTube и тому подобное. А потом, в 2021 году, я вроде как свернул эту деятельность. А потом началась война, и я оказался в Киеве, когда она началась. Я приехал накануне, потому что мне нужно было поехать в Киев по делам. Мой рейс приземлился за день до начала войны. Я заселился в отель, очень хороший отель прямо на Крещатике. Это главная улица Киева. И мой помощник позвонил мне в 5:30 утра. Он сказал, что началась война. Я такой, черт возьми. И после этого я начал снимать импровизированные видео. И вдруг я стал комментировать геополитику и все такое. И я оказался прямо в центре этой Третьей мировой войны, что для меня просто смешно, понимаете? Так что, похоже, вы хорошо справляетесь с противоречиями. Вы были противоречивы на YouTube. И у вас были случайные хейтеры, которые немного вас преследовали. А потом, как я видел в Твиттере, вы очень быстро отвечаете на многие нарративы. Да, потому что это все чушь собачья. Верно. И мы поговорим об этом через минуту. Я хотел спросить, как долго вы женаты? 20-13 лет. Значит, 10 лет. Хорошо. Изменилась ли ваша жена с того дня, как вы начали? Я имею в виду, что она, конечно, мать, и, я не хочу об этом говорить. Хорошо, без проблем. Без проблем. Нет, я просто не люблю обсуждать свою личную жизнь в деталях. Единственное, что я хотел, чтобы ребята услышали, это то, что часто можно услышать. Что если вы встречаетесь с азиаткой, украинкой, русской или кем-то еще и привозите их сюда, в Штаты, они становятся феминистками, как американские женщины. Вы думаете, что ваш успех в браке отчасти связан с тем, что вы остались там? Я думаю, что это не совсем так, определенно. Потому что в США это укоренилось в культуре, и это совершенно нормально. И вы должны понимать, что в любом браке
Вы постоянно общаетесь, но вы на работе или занимаетесь чем-то другим. Я имею в виду, что вы не можете быть вместе 24 часа в сутки. Вы бы сошли с ума. И неизбежно, что ваш партнер, будь то девушка или жена, будет пропитан культурой того места, где вы живете. И неизбежно, что они начнут перенимать менталитет этого места. И все говорят, что американские женщины токсичны. Ну да, но это потому, что американское общество стало совершенно токсичным и не хочет смотреть правде в глаза. Я имею в виду, вы должны спросить себя, почему эти женщины ростом 5 футов и весом 300 фунтов уродливы, как собака в ночи. И они думают, что они красотки. Верно. Почему вы так думаете? Это нереальная самооценка. Ну, потому что вся культура предпочитает говорить приятную ложь, а не смотреть правде в глаза. И это одна из замечательных особенностей России и Украины. Люди смотрят на вещи такими, какие они есть на самом деле. Они не пытаются себя обмануть. В то время как в США все сводится к тому, чтобы обманывать себя, думая, что вы намного лучше, чем есть на самом деле. И это просто проникает в менталитет людей. Вот почему они становятся самодовольными и эгоистичными. А вокруг них в США рушится инфраструктура. Постоянно сходят с рельсов поезда. О чем это говорит? Они не заботятся об инфраструктуре, понимаете, границы не существуют. Вы видите, что происходит в Сан-Франциско, Портленде и Сиэтле, и ситуация становится все хуже и хуже по всей стране. И все же каждый живет в своем маленьком пузыре, думая, что он замечательный и просто божья коровка или что-то в этом роде. Понимаете, вот что происходит. Это культура самообмана. Вот почему многие люди ненавидят мой контент на Red Pill. Потому что я говорю людям правду. Например, в видео я сказал, что никогда не женюсь и не буду встречаться с матерью-одиночкой. Я получил кучу. Я очень хорошо помню это видео. Да, я его очень хорошо помню. И я помню, как вас за это критиковали. А да, я сказал, что не стоит встречаться с девушкой, которая была жертвой сексуального насилия, которая говорит вам, что она была жертвой сексуального насилия. И причина была очень проста, понимаете? Вы идете на свидание с девушкой, понимаете? И на первом или втором свидании она говорит вам, что была жертвой ужасного сексуального насилия, и это ужасно. Но есть два варианта. Первый, она говорит правду, или второй, она лжет, верно? Я имею в виду, что для каждого утверждения я говорю, что этот парень голубой. Он лжет или говорит правду? Вот так. Верно. Так что, если она лжет о том, что была жертвой сексуального насилия, верно, тогда вы не хотите иметь с ней ничего общего, потому что она будет лгать обо всем. И в конце концов, она может солгать о вас в очень серьезных вещах, из-за которых у вас могут быть большие проблемы. Так что, если она лжет о том, что была жертвой сексуального насилия, вы не хотите с ней встречаться. Если она говорит вам правду, если после первого или второго свидания она говорит вам, что была жертвой ужасного сексуального насилия, верно? Тогда, очевидно, она еще не справилась с этим. Я имею в виду, если это первое, что она говорит незнакомому человеку, то вы, очевидно, не хотите иметь с ней ничего общего, потому что у нее проблемы, которые вы не можете решить. Вы не обучены и не готовы их решать. Это стало рациональным. И из-за этого у меня были большие проблемы. Ну, это часть ее личности. Если она собирается рассказать вам на первом, втором, третьем свидании, что с ней случилось, это часть того, что делает ее такой, какая она есть. И она хочет этим поделиться. Это просто стало частью ее. И если это часть ее личности, я думаю, что лучше этого избегать. Если у кого-то действительно была такая травма, и он говорит, я буду держать это при себе, я пойду к психотерапевту, я буду работать над этим, я справлюсь с этим. Тогда, может быть, позже, когда мы будем встречаться, ты захочешь серьезных отношений. Давай поговорим об этом. Позволь мне рассказать, что со мной случилось. Просто чтобы ты знал, если ты сделаешь что-то, а я отреагирую так-то или что-то в этом роде, но точно, первые пару свиданий будут довольно тяжелыми. Точно. Я имею в виду, что в своем видео я сказал, что если через 3-4 месяца она скажет вам, что 3-4 года назад с ней случилось что-то ужасное, и вы уже вместе, и вы заметили кое-что, вы подумаете, что происходит?
Но в целом она кажется нормальной. А потом она говорит вам, что это совсем другая история. Но если вы на первом или втором свидании, и особенно если она говорит вам с гордостью, ты не хочешь иметь со мной ничего общего, потому что я сумасшедшая. И у нее проблемы, которые ты не можешь решить. Хорошо. Ты что, психиатр? Ты опытный психотерапевт. И, кроме того, все психотерапевты, психиатры и так далее очень настаивают на том, что эти специалисты никогда не должны встречаться со своими клиентами. Я имею в виду, что ты не справишься с этим дерьмом, потому что ты не готов к этому, верно? Ну, правда в том, что сейчас все изменилось, потому что многие так называемые профессиональные психотерапевты сейчас, по крайней мере, по статистике. И я заметил, что у многих людей есть травмы, плохое прошлое, нет отца или что-то еще. Они сами идут к психотерапевту, а потом говорят: «Я хочу помогать другим людям, потому что мне нравится этот нарциссический порыв, и люди нуждаются во мне, и они полагаются на меня. И я могу помочь другим людям, и, может быть, это поможет мне исправить себя». Так что теперь половина или больше психотерапевтов, я бы сказал, что им самим нужна помощь, а не то, что они раздают ее направо и налево, потому что половина из них кажутся. Они сумасшедшие. Да, да. Кроме того, я против всей бизнес-модели психотерапии, потому что она зависит от хронической проблемы. Понятно. Видишь ли, ты психотерапевт, верно? И у тебя есть список клиентов. Ты не хочешь потерять клиента, поэтому ты не хочешь их лечить. Ты хочешь просто продолжать. Я имею в виду, что это лекарство, это большая фармацевтика. Это все, что происходит. Я имею в виду, что сейчас они говорят: если вы посмотрите на новый BMW, вам нужны обогреватели сидений. Ну, после первого года это будет стоить вам $10 в месяц. Вам нужно спутниковое радио. $10 в месяц. Вам нужно, у меня теперь есть машина, которая... вам нужно... Вы помните, что раньше можно было запускать двигатель с помощью приложения за $10 в месяц. И вдруг это становится платной услугой, и они пытаются сделать это совсем. И вот почему вы будете ничем не владеть и будете счастливы, потому что будете просто арендовать. Вы будете арендовать свой дом, свою мебель, свой компьютер. Вы не сможете ничем владеть. И потому что они хотят, чтобы вы привязаны к системе. Это опасно. Они хотят получать доход. Они хотят получать доход. Да, но это заставляет вас участвовать, если вы парень, который может сказать: «Я купил землю, я купил дом, я купил телевизор, я купил компьютер, я плачу за интернет, немного еды, налоги, и все». Они больше не хотят, чтобы у вас была такая независимость и свобода. И я думаю, что это действительно так. И по той же причине я думаю, что продукты Apple и некоторые другие телефоны, Apple — это большая компания, которая несколько раз попадалась на это. У них будет обновление программного обеспечения, и если вы не обновите свое программное обеспечение, ваши приложения не будут работать. Поэтому вы вынуждены это делать, потому что они повышают номер версии приложений на телефоне, что заставляет вас обновлять телефон. Иначе вы больше не сможете пользоваться своими приложениями. И как только вы обновляете его, где-то в программном коде замедляются старые модели телефонов, и вы думаете: старый телефон — это отстой. Он работает не так хорошо. Мне нужен новый. Телефон в полном порядке. Аппаратное обеспечение не меняется. Знаете, батарея, вероятно, все еще в порядке, но они просто уменьшили количество доступной энергии. Они делают все это дерьмо. А потом удивляются, когда люди злятся, потому что новый телефон стоит $1000, а тот, которому 2 года, работает ужасно. Но это то, к чему они стремятся. И я думаю, что лично я думаю, что со всем этим, знаете, с переходом детей и попытками добиться этого, они смотрят на это как на номер один, вероятно, очень левый, или, знаете, либеральный избиратель на всю жизнь. Они втягивают вас в культуру. И номер 2, если вы посмотрите на некоторые операции, лекарства и химикаты, которые этим детям придется принимать в течение следующих, знаете, 40-50 лет. Или сколько они смогут прожить, пока не умрут от хрупких костей, проблем с сердцем и всего остального. Я считаю, что все это делается во имя большой фармацевтики и политической базы. А дело не в том, кто вы как личность, и мы действительно любим вас и хотим, чтобы вы выражали себя. 30 или 40% населения не сомневаются в своем поле. Я имею в виду, но это... Вы видите это в нашей культуре в Твиттере? Например, если бы вы не открыли Твиттер, знаете, украинцы, поляки, все в этом блоке страны. Они видят это и говорят: Америка, Америка пропала, чувак. Да, они думают, что американцы сошли с ума. Особенно педофилия, просто что, черт возьми, здесь происходит, понимаете? Да, я имею в виду, это просто жутко.
Я имею в виду, посмотрите, 10 лет назад, всего 10 лет назад, люди были бы возмущены. 5 лет назад, 5 лет назад, 5 лет назад. И вот это, знаете, угождение этому невероятно маленькому меньшинству. И я говорю о людях, которые являются трансгендерами, верно? Хорошо, вы врач, а я девушка с анорексией. Мне 14-15 лет. Я ничего не ем, верно? И я вешу 70 фунтов и думаю, о, я такая толстая. И я иду к вам как к врачу. И что вы как врач скажете? Вы скажете, дорогая, у тебя проблемы, у тебя анорексия, тебе нужно больше есть, тебе нужно пройти курс терапии и, возможно, принимать лекарства. Потому что у тебя серьезная проблема. Ты не толстая. Ты, наоборот, слишком худая, и мы должны тебя вылечить и сделать нормальной. Хорошо. Ни у кого не было бы с этим проблем. Совершенно очевидно и логично, что девушке с анорексией не следует потакать ее безумию. Вы бы не стали. Никто нормальный, никто в здравом уме не стал бы потакать заблуждением девушки с анорексией. Но что касается этой конкретной группы, им потакают. Они говорят, о, да, вам нужны гормональные блокаторы или что-то еще, потому что если вы думаете, что вы девочка, хотя вы маленький мальчик, и у вас есть кси-хромосомы в каждой клетке вашего тела, но вы думаете, что вы девочка, и вы девочка. Поэтому мы дадим вам блокаторы полового созревания. Мы дадим вам терапию, чтобы еще больше убедить вас, что вы девочка, и мы начнем отрезать части вашего тела, чтобы вы могли стать более женственной или что-то в этом роде, понимаете, да? Это просто безумие. И знаете, что меня больше всего беспокоит во всей этой трансгендерной теме? Так это то, что на этом можно заработать много денег. Вот почему они это делают. Для пластических хирургов это просто находка. Каждая операция, если хотите, стоит 100 тысяч и больше для хирургов. И они говорят, о, это отличный источник дохода. И они разрушают жизни этих бедных детей ради денег. А родители идиоты, которые хотят казаться крутыми и современными. И они хотят, чтобы их ребенок был трансгендером. Знаете, есть знаменитый мем из 4 каналов о коте-вегане и женщине с котом-веганом. И подпись. Это кот-веган, но мы знаем, кто принимает решения. Ладно, хватит. Ладно, коты, веганы, дети, которые думают, что они другого пола. Это просто абсурд, понимаете? Ну и причина, по которой мы видим все эти сумасшедшие видео, не в том, что они тихо делают это и обсуждают с терапевтом и так далее. Это учителя, которые выходят и делают это. Это родители, которые выходят и делают это, и их видео, они снимают это и выкладывают в ТикТок. ТикТок — лучшее оружие, которое когда-либо создавал Китай. Потому что он уничтожит эту страну без единого выстрела из-за всей этой показухи и всего того дерьма, которое все делают. И я думаю, что больше всего меня поражает то, что теперь в некоторых частях страны, если учитель в возрасте 28 лет, с 2- или 4-летним образованием или чем-то еще, если он сможет убедить ребенка сказать, что он в этом не уверен, он может принять решение. Он может скрыть это от родителей. Он может отправить его к какому-нибудь терапевту, и родителям даже не нужно об этом знать. И они никогда не видели настоящего сеанса терапии. Мы провели час с ребенком, немного поговорили с ним. Мы думаем, что это правильный путь, потому что им нравится играть с Барби, а не... Я никогда не думал, что мы окажемся здесь. И сейчас дошло до того, что люди, которые говорят, знаете что, я не... Пусть ваш флаг свободы развивается, начинают задумываться, насколько далеко они зашли. Я либерал или настоящий либерал, а не... Ну, знаете, либерал. Я настоящий либерал. Я думаю, что каждый должен иметь право делать то, что хочет. Проблема в том, что 10, 5, 3%, сколько бы их ни было, действительно сумасшедшие. И решили, если вы будете просто сидеть сложа руки, мы будем кричать так громко. Кажется, что это половина населения, и мы добьемся изменения этой политики. И в какой-то момент я был сторонним наблюдателем. Я думал, слушай, я просто построю свою маленькую ферму, куплю землю, перекрою дорогу, и ты меня больше никогда не увидишь. Но в какой-то момент приходится спросить себя, это действительно то, чего мы хотим? Или мы хотим дать отпор? Хотим ли мы? О, нет, отпора не будет. В какой-то момент будет жестокая реакция. Люди просто скажут, к черту это дерьмо. Это безумие. Ладно, хватит этого дерьма. Я думаю, что как только это станет мейнстримом, и знаете, как в ТикТок, прям в Твиттере, верно? И левые пытаются безжалостно это подавить. Почему? Потому что это показывает широкой аудитории безумие этих гребаных людей.
когда они охотятся за рокером, она даже не комментирует. В половине случаев это просто репост видео одного из этих психов. А потом они злятся из-за комментариев к ее видео. Вот что они сделали. Потому что это показывает правду. Это показывает правду. Знаете, это то, что выводит их из себя. Знаете, они не хотят, чтобы люди видели настоящую правду об этом. Безумие этих гребаных людей. Нет, они сошли с ума, и будет ответная реакция. Вы не поверите. Ладно, я имею в виду, что, по-моему, в ближайшие 5-10 лет в США произойдет беспрецедентный социальный крах. И это начнется с проблемы денег, потому что, знаете, экономика в США явно идет ко дну. И как только это наберет обороты в этом году и, конечно, в 2024, люди в Вашингтоне будут отчаянно нуждаться в войне с Китаем, потому что они решили, что это хороший способ скрыть экономический коллапс. Да, скрыть проблемы в целом. Но в какой-то момент все это дерьмо выйдет наружу. И я думаю, что ответная реакция будет невероятной. Я думаю, что, честно говоря, будет антисемитская реакция. Будет антиафроамериканская реакция. Я думаю, что они будут ненавидеть трансгендеров так сильно, что это просто пиздец. Я имею в виду, что люди просто выйдут на улицу и начнут их преследовать. Я имею в виду, что они возьмут вилы и факелы, потому что, знаете, вы заходите слишком далеко. Особенно, когда они бедны, когда дела в экономике настолько плохи, что люди говорят, хватит этого дерьма. Я не хочу этого дерьма. И они просто срываются. И я думаю, что это будет очень, очень трудный период, потому что есть много недовольства нормальными людьми, которые просто говорят, я знаю это дерьмо. Это просто выходит за рамки, понимаете? И да, я думаю, что это... Алло, вы еще здесь? Да. Да, я все еще здесь. Хорошо. Теперь я думаю, что это будет ужасная ситуация. И я думаю, что многие невинные люди пострадают из-за этой ответной реакции. Потому что они просто будут втянуты в это. Понимаете, например, количество ненависти азиатов к афроамериканцам зашкаливает. Ладно, азиаты ненавидят афроамериканцев, но они все еще молчат об этом, потому что мы постоянно видим, как афроамериканская молодежь издевается над пожилыми азиатами. Ладно, мне нужна какая-нибудь старая бабушка, которая в жизни мухи не обидела. И какой-нибудь черный придурок подходит и избивает ее ни за что. Это вызывает глубокую ненависть. Особенно, когда этого парня, этого придурка, арестовывают и дают ему полгода или 3 месяца условно, и все. А бедная женщина получает перелом позвоночника, и вся изранена из-за этого жестокого нападения, которое было не спровоцировано. Такое дерьмо остается в памяти людей. Я думаю, что это вызывает ненависть. Я думаю, что это часть. Нет, все в порядке. Я думаю, что это часть плана. Это действительно так задумано. Если вы посмотрите на... Я не согласен. Я категорически не согласен. Я скажу вам, почему я так думаю. А потом выскажу свое мнение. Если вы посмотрите на Калифорнию, Гэвин Ньюсом сказал, что они решат проблему бездомных. Просто переизберите меня, и мы решим проблему бездомных. И что произойдет в ближайшие годы? Бездомных станет в 10 раз больше. На чем он будет баллотироваться в следующий раз? Я решу проблему бездомных, верно? Но тем временем все политики делают только хуже. Вот почему здесь столько наркотиков. Мы дадим вам обиду. Если вы залезете в машину, мы быстро выпустим вас на улицу, не сажая в тюрьму. Зачем им нужен этот хаос? Теперь вы посмотрите на, как вы сказали, на отношения между чернокожими и азиатами, или между чернокожими и евреями, или между всеми этими людьми. Что они делают, чтобы это прекратить? Ничего. Они позволяют этому разрастаться. Знаете, Нью-Йорк преследовал и нападал на еврейскую общину, когда дело дошло до карантина из-за ковид. Но Бал может выходить на марши. Почему? Потому что им нужна эта вражда. Им нужен этот гнев. Что происходит, когда каждая группа ненавидит другую? Демократы выходят вперед и говорят, мы против расизма. Теперь эти республиканцы расисты. Вы это знаете. Мы против этого. И посмотрите, как все плохо. Не говоря уже о том, что они управляли многими из этих городов в течение 80 лет.
Посмотрите, как все плохо. Просто переизберите нас, и мы все исправим. Я думаю, что это часть плана. И вдобавок ко всему, если вы посмотрите на Occupy Wall Street, там было много групп, которые были сосредоточены на правительстве, на Уолл-стрит, на больших расходах, на финансовой помощи, на всей этой ерунде. И что произошло? Эти корпорации пошли на уступки левым. О, мы радужные флаги, и мы здесь, чтобы поддержать вас. И что произошло? Теперь левые поддерживают большую фармацевтику, большое правительство. Левые поддерживают все то, против чего они традиционно выступали. Так что, создавая весь этот шум, что люди не делают. Сегодня происходит так много всего. Сегодня происходит так много всего, что нет времени разбираться с кем-то или с какими-то проблемами. О, а как насчет чернокожих и азиатов? Ну, подождите минутку. А как насчет Украины, России? А как насчет трансгендеров? А что насчет образования? И вдруг у вас уже 15-18 проблем, а вы еще не поговорили о первой. Они создают весь этот шум и безумие, чтобы не было времени разбираться с чем-то еще. Потому что к тому времени, когда вы говорите о проблеме, которой уже 3 недели, у вас уже есть новая проблема, и она перегружает систему. Ничто не решается. Это просто крах. И это происходит так быстро и яростно, что к тому времени, когда вы говорите «Хорошо, над чем мы сегодня работаем?», мы уже обсуждаем что-то другое, хотя прошло всего 3 недели. И я думаю, что когда все становится немного запутанным, похоже, что у Украины будут проблемы с Россией. Что происходит? Ну, давайте начнем брецать оружием против Китая. А теперь давайте сделаем это, и пусть всегда будет шум, и никогда не будет решения. И это приводит к социальному краху. А потом они придут и скажут, мы все исправим. Я так не думаю. Я думаю, что когда все станет по-настоящему кровавым, люди просто взбунтуются. Но посмотрим, что из этого выйдет. Я, например, говорил людям в конце 2021 года, убирайтесь с Запада, потому что Запад обречен. Так и есть. Я имею в виду, извините, я знаю, что вы живете в Штатах и все такое, но всем в США или Западной Европе, если уж на то пошло, нужно убираться оттуда, потому что все кончено. Понятно. Я имею в виду, что все кончено. Мы находимся в разгаре Третьей мировой войны. И совершенно очевидно, что западная экономика рушится. И, как ни парадоксально, вы знаете о санкциях, верно? Которые они вводят против России. Это их защищает. Это защищает Россию. Да, так что они разошлись. Так что для них, знаете ли, банковские проблемы на Западе – это не моя проблема, понимаете? Так что да, Западу конец. Это регион с чрезмерной задолженностью. Хорошо. В США, если сложить федеральный долг, долг агентств и долг штатов, получится более 200% ВВП. Единственный способ выбраться из этой дыры – просто печатать деньги. Понятно. И они будут печатать деньги. И через несколько лет ваш доллар ничего не будет стоить. И когда это произойдет, начнется хаос в обществе. Посмотрите на любую страну, где рухнула валюта, например, Веймарскую республику, Германию, Зимбабве, Венесуэлу, Чили в начале 70-х, когда это происходит. Все идет прахом. Понятно. Это направление движения. Вот в чем дело, когда вы говорите, что я смотрю на это с двух разных точек зрения. Да, вы можете уехать из США и уехать с Запада. Если бы я был на вашем месте, я бы, наверное, поехал в Таиланд, на Филиппины, где есть короли и, знаете, единовластные правители. И они не вокруг. Они не валяют дурака. Они не терпят этого дерьма. Да, теперь обо мне. Кстати, самое лучшее, что происходит, это то, что многие страны в остальном мире. Они видят, что происходит в США и Европе. Они не хотят в этом участвовать. И поэтому они намеренно подавляют то дерьмо, которое происходит в Штатах. Вот почему они всегда протестуют против того, что в России, например, у ЛГБТ-сообщества нет никаких прав. Черт возьми, да, у них очень серьезное намерение не давать им никаких прав, потому что видят, что произошло на Западе, когда там начали терпеть всю эту чушь. Знаете, все это сексуальное вырождение, черт возьми, понимаете? Ну,
Я думаю, что это было. Я думаю, что самое забавное, что я нахожу это дико забавным, это все эти сексуальные штучки, верно? В конце концов, это выгодно только верхушке мужчин. И я имею в виду просто, чтобы немного сменить тему на то, что мы с вами в какой-то степени обсуждали бы больше. Знаете, очень хороший термин — сексуально дерегулированный рынок секса. Да, где все бесплатно. Лучшие парни получают все, понимаете? А у лучших парней, по сути, есть гаремы. Понимаете? А у нижних 90 или 95% ничего нет. Понимаете, это чертовски смешно. Но это создает катастрофу, потому что люди так чертовски обижены и злы, что жизнь, которую они думали получить, они никогда не получат. Ни в экономическом плане, ни в плане поиска хорошей девушки и создания семьи. Знаете, когда вы что-то обещаете людям, а потом не выполняете, они злятся. Понятно. Так что я просто вижу, что Запад рушится. Я просто хочу посмотреть на это дерьмовое шоу, потому что у меня нет никаких финансовых интересов на Западе. Я живу в Восточной Европе и не собираюсь возвращаться на Запад. В Харькове в зоне боевых действий безопаснее, чем в вашем местном Walmart. Я говорю это точно, чувак, потому что здесь не увидишь, как люди сходят с ума в гребаном Walmart, как в Штатах. Верно, верно, верно. Но я думаю, что важно, и, может быть, я думаю, что есть несколько разных вариантов. Я бы посоветовал молодым людям, если у них есть возможность уехать из страны и посмотреть на что-нибудь другое. Но проблема в том, что, знаете, если посмотреть на Запад, будь то Австралия, Новая Зеландия или что-то в Европе, там все плохо. Вы смотрите на США, Канаду, и выбор сужается. А потом вы смотрите на Южную Америку и понимаете, что Аргентина идет по тому же пути, что и Южная Африка. И в какой-то момент вам нужно стать настолько независимым, что вы можете быть фермером на своей земле в глуши. О, мы, наверное, потеряли тренера. Я ничего не буду трогать. Дадим ему секунду, чтобы он мог снова войти в систему. Давайте я посмотрю несколько суперчатов, пока мы ждем. Давайте посмотрим, какие фильмы сегодня вечером. Я скоро это выложу. О, ты вернулся. Хорошо, тренер. Извини за это. Нет, все в порядке. Где я тебя потерял? Ты говорил о том, что некоторые парни могут решить уехать, если смогут. А потом меня отключили. Так что если ты решишь уехать, куда ты поедешь? Ты можешь поехать в Таиланд, на Филиппины, может быть. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Хорошо, тренер? Хорошо. Ты можешь поехать в Юго-Восточную Азию. Ты можешь поехать в Юго-Восточную Азию, но Австралия, Запад, Европа — это все. США — это все. Канада — это все. Крах повсюду. А потом вы начинаете смотреть, и Аргентина начинает заниматься этим дерьмом с феминистками в алфавитном сообществе, а Южная Африка разваливается. Так что в какой-то момент мне кажется, что идти некуда. Если Америка развалится, то все. Или, во-вторых, купите себе участок земли в безопасном месте. Установите солнечные батареи, септик и немного земли. И будьте готовы вернуться в 1910 год и стать полностью самодостаточными. Вот так. Я бы порекомендовал Аляску, если это ваш вариант. Единственная проблема в том, что сезон выращивания очень короткий, и выращивать еду очень сложно. Но в остальном, если вы хотите стать мясоедом, как инуиты, и есть мясо из Орегона, чтобы получать витамины, у вас, наверное, больше шансов, чем в центре Нью-Йорка. Я могу вам это сказать. Нет, нет, я имею в виду, что если вы молодой парень, я бы порекомендовал себе это, если бы мне было 22 года. И у меня был бы диплом колледжа, и я не знал бы, что делать. Я бы, наверное, поехал в Азию, просто попутешествовал бы по Азии и
посмотрел, всегда разумно ехать в другую страну не на выходные. Вы хотите поехать туда на пару месяцев, чтобы по-настоящему почувствовать другую страну. Привет, я снова тебя потерял. Нет, я все еще с тобой. Хорошо. А Азия или Восточная Европа? Честно говоря, это действительно забавно. Русские на подъеме. Я думаю, что Россия и Турция будут двумя странами, потому что Турция всегда будет перекрестком Европы. А Россия определенно на подъеме. И тот факт, что европейцы с ними развелись, доказывает, что это будет для них благом. Я разговаривал со многими русскими знакомыми, и сейчас в России все просто офигенно. Со всеми санкциями и всем, что наложил Запад, они просто сказали: хорошо, если вы не будете брать нашу нефть и газ, мы продадим их Индии, мы продадим их Китаю. Они заплатят нам за это больше. А что делают Индия и Китай? Они продают их. Вот так. Они берут в 5 раз больше и продают их обратно на Запад. Так что Россия смеется, идя в банк. Все производства металлов, материалов, 75% очищенного ядерного урана поступает из России или Китая. Понимаете, с производственной базой Китая. Запад стал, по сути, классом потребителей. И когда у них нет денег на потребление, а у них их нет, потому что парень из Starbucks покупает что-то в Walmart, Walmart покупает у Amazon, Amazon покупает у MC Donald's, MC Donald's. И этот большой круг, когда он развалится, все. Игра окончена, потому что мы больше ничего не производим. Вот почему, когда они брецают оружием против Китая, а Китай говорит: хорошо, больше никаких лекарств для вас. 97% лекарств исчезли. Вам нужна пломба. Нет новокаина. Вам нужен инсулин, нет инсулина, компьютерные чипы. У вас проблемы с автомобилем. Нет датчиков, нет компьютерных чипов. Мы быстро развалимся. Да. И наше правительство этого не понимает. У нас больше нет сталелитейной промышленности. Нет. Нам нечего продавать остальному миру. И как только мы пойдем против людей, которые все производят, и скажем: мы надерем вам задницы, они ответят: хорошо, больше никаких товаров для вас. Я даю полгода, и нам конец. Мы просто полностью развалимся. Да, особенно потому, что, например, американское производство — это очень хорошая метафора, если рассматривать его как производство Лего. Потому что они покупают комплектующие в Китае, во Вьетнаме, в Гондурасе, где угодно. И они покупают эти комплектующие. А в США они собирают эти комплектующие в готовый продукт, верно? Но, конечно, этот готовый продукт, который сделан в Америке, нельзя сделать без этих комплектующих, которые производятся в других странах. Так что, знаете, американская экономика гораздо более хрупкая, чем люди думают. Суть в том, что я не хочу показаться полным придурком, но мне все равно. Я учился в элитном университете. Честно говоря, меня воспитывали как представителя высшего класса. И я встречал многих из них, когда был студентом, и видел, как они поднимались по карьерной лестнице. И как взрослый человек встречался с людьми, которые занимают довольно высокие посты. Эти люди глупы. Люди мне не верят, но я говорю вам, они глупы. Они невежественны. Они невероятно ограничены. Я имею в виду, что большинство из них никогда не покидали США. А если и покидали, то только в этом пузыре. Знаете, они едут из штата в Гестат или на какую-нибудь конференцию в Берлине или в Лондон. Это полный пузырь. Они понятия не имеют, как устроен остальной мир. Они даже не понимают, как устроены США, черт возьми. И этот класс лидеров, который полностью оторван от американского народа, они глупы. Я говорю вам правду. Люди, занимающие руководящие должности, некомпетентны. Понятно. Потому что они не понимают, что их действия будут иметь последствия. И эти последствия могут быть настолько пагубными, что лучше вообще ничего не делать. Они этого не понимают. Например, санкции. Они никогда не думали, что русские подготовятся к санкциям. И они готовились к ним 8 лет, они все подготовили, чтобы, если их снова ведут, как это было в 2012, а потом в 2015, они были готовы. Верно. И даже русские были удивлены тем, насколько хорошо подготовлена их система, насколько она устойчива, потому что они так тщательно подготовились, понимаете?
И все санкции просто ударили по Европе. В Европе двузначная инфляция, и европейский континент тонет. Понятно. А еще американцы взорвали Северный поток. И теперь, когда все лгут об этом через свою команду, это чертовски смешно. Ложь накапливается так быстро, что нужны крылья, чтобы не утонуть в ней. Ну, а знаете ли вы, у какой страны самый высокий ВВП из всех стран, на которые наложены санкции? У какой? У России. О, да. Знаете, я думаю, что происходит, и опять же, как вы сказали, класс лидеров, если посмотреть на банки, они плохо инвестируют. Они слишком быстро повысили процентные ставки, чтобы противостоять им, из-за чего облигации и все остальное обесценились и были оштрафованы. А потом, знаете, когда, как вы сказали, производство и, скажем, сделано в Америке, но это просто сборка из разных деталей. И они говорят, да, но детали из Германии. Хорошо, а откуда Германия берет сталь для этого? Ну, сталь, черт возьми, из Китая, не так ли? И если вернуться к началу производственного процесса, а это действительно то, что нужно для производства чего-либо, Бразилия отправляет все сырье для лекарств в Китай или Индию. Россия отправляет, знаете, у них есть необработанный уран, который они перерабатывают для атомной электростанции. Затем они отправляют его во Францию или куда-то еще. А литий и все остальное находится в Южной Африке. Но знаете что? Кто берет кредиты у Южной Африки и других стран и строит аэропорты? Ну, они строят их на китайские деньги. А потом они договариваются с Китаем, что могут владеть, скажем, 40% этого. И Китай знает, что эти страны обанкротятся. А когда это произойдет, они скажут, мы заберем наш аэропорт обратно. И теперь, если вы хотите по-прежнему участвовать в нашем, скажем так, обществе, вам нужно дать нам право первого выбора и низкие цены на товары, и они продолжат захватывать рынок. И в конце концов, вот и все. Игра будет окончена. Да. Ну, знаете, проблема Запада в том, что Росс Перо, кандидат в президенты в 1994 был в 1992. Так, точно. Он баллотировался против Клинтона, не так ли? Да. И он предсказал все это дерьмо. Он сказал, что американское руководство уничтожает американскую промышленность, потому что... Трамп сказал то же самое. Трамп сказал то же самое. Да, но слишком поздно. Ладно. И, конечно, Трамп был не важен и ничего не сделал, понимаете? Верно. Я имею в виду, что презираю Дональда Трампа, потому что считаю, что он очень хорошо разбирался в проблемах США, но ничего не сделал для их решения. Но я думаю, единственное, что он пытался сделать, это ввести очень высокие пошлины на китайские товары и на любую американскую компанию, которая собиралась переехать в Мексику, Канаду или Китай. Он сказал, я веду 35% налог на ваши автомобили. Вы могли бы производить их здесь. И это остановило многие компании от переезда за границу. Но как только пришла следующая администрация, было очень легко сказать, забудьте об этом, продолжайте. Да, точно. И, честно говоря, слишком поздно. Я имею в виду, что все это было предсказано. Потребовалось время, но мы приближаемся к стене. Хорошо. Знаете, всегда говорят, что у женщин есть стена. И когда они больше не могут рожать детей, они впадают в истерику. Да, США приближаются к своей стене, и уже слишком поздно. Это как 40-летняя женщина, которая думает, что может забеременеть. Понимаете, это то же самое. США потратили время впустую и отдали всю свою промышленность на аутсорсинг. Промышленность США полностью разрушена. И мы видим, что война в Украине, знаете ли, правит промышленностью, потому что русские... Я приведу вам забавную статистику. У русских есть ракетные установки, верно? И артиллерийские снаряды, и все остальное. Так вот, сейчас русские обстреливают со скоростью. Алло, вы там? Да. Да. Ага. Все еще слушаю. Хорошо, хорошо. Да, они обстреливают со скоростью от 40 до 50 тысяч снарядов в день. Знаете, для русских медленный день — это 20 тысяч снарядов, понятно? В день. Хорошо. США производят эквивалентное количество снарядов со скоростью 19 тысяч в месяц.
Хорошо. Так что русские обстреливают, они используют свои снаряды в 30 раз больше, чем производят американцы. В 30-60 раз больше, чем производят американцы. Понятно? Да. И нет никакого способа наверстать упущенное. Русские просто... И это похоже на войну, верно? Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются западные экономики. Все одержимы ВВП, верно? Но ВВП на самом деле не измеряет здоровье экономики. Верно. Я имею в виду, что у меня есть опыт в финансах. И позвольте мне привести вам конкретный пример. Вот эта зажигалка, она большая. Я обмотал ее скотчем, чтобы она не выскользнула из рук, верно? Это большая зажигалка. Я купил ее здесь, в Украине. Я купил ее за 50 центов. Точно такую же зажигалку я купил в Амстердаме, где жил чуть больше года, потому что тогда занимался бизнесом. Точно такая же большая зажигалка стоит 3 евро. Хорошо. Так вы хотите сказать, что эта зажигалка в 6 раз дороже в Нидерландах? Это просто инфляция цен. Но видите ли, эта зажигалка за 3 евро добавляется к голландскому ВВП. И вы думаете, что голландцы богаче, потому что у них выше ВВП? Нет, это не так. Понятно. И ВВП – это ужасный показатель здоровья экономики. И люди говорят: о, да, российская экономика размером с Италию или что-то в этом роде, верно? Верно. Ну, нет. Но когда вы начинаете измерять ее по важным показателям, таким как производство стали, алюминия, различные промышленные процессы, верно? Вы начинаете понимать, что российская экономика больше, чем экономика Германии и Франции вместе взятых. И тогда вы начинаете понимать, что в номинальном выражении, просто говоря о том, сколько долларов или рублей было потрачено, российская экономика больше, чем экономика Германии и Франции вместе взятых. Да, она намного меньше. Но если посмотреть на то, что реально производится, они намного богаче. Понятно? Верно. И это возвращает нас к проблеме самообмана, о которой мы говорили. Потому что очень легко обмануть себя и думать, что все намного лучше, чем есть на самом деле. И знаете, мы приближаемся к моменту на Западе, когда вся ложь и чушь больше не могут продолжаться. И людям просто придется взглянуть на реальность и признать, что Запад — это разрушенное общество из-за того, о чем мы говорили раньше. Из-за трансгендерности, гомосексуальности, полного распада рынка сексуальных услуг, где мужчины и женщины могут встречаться, а вам нужны мужчины и женщины, чтобы заводить детей. Иначе ваша страна исчезнет. Но это не так, если вы позволите 3-5 миллионам нелегальных иммигрантов пересечь южную границу, заняться физическим трудом и стать новым классом в США. И это действительно то, что они делают с ними, потому что когда они пересекают границу, они не получают высшего образования. Они будут заниматься физическим трудом. Они станут вассалами государства. И таким образом демократы и неоконсерваторы, республиканцы снова скажут: ну, мы собираемся, они будут кричать: о, нам нужно это остановить. Но тем временем, когда Техас или Аризона закроют границу, Байден скажет: вам нужно ее открыть. Они ответят: ничего не можем сделать. Думаю, нам придется следовать указаниям федералов, а не подавать на них в суд, не сопротивляться, не принимать никаких законов. Так что правда в том, что мы готовим им замену. То же самое происходит в Европе, где границы остаются открытыми. Они готовят им замену. Я думаю, они не понимают, потому что они глупы, что в какой-то момент они будут голосовать за то, что хотят, а не за то, что лучше для Англии, или для США, или для чего-то еще. И в конце концов, вы избавитесь от американской мечты, и она превратится в Северную Мексику. Конечно, до этого еще несколько поколений, но если вы не остановитесь. Я не думаю, что это займет несколько поколений. Я думаю, что это займет гораздо меньше времени. О, может быть, я имею в виду поколение избирателей. Так что пара поколений избирателей. Я думаю, мы оба согласны. Во-первых, все хреново. Мы согласны с этим. Во-вторых, нет жизнеспособной альтернативы. Нет группы людей на руководящих должностях, которые могли бы взять на себя управление и навести порядок. Я думаю, мы согласны с этим, верно? Например, Рон Десантис ничего не сделает. Он ни хрена не сделает. Он просто болтает, верно? И в конечном итоге он станет ребенком еще одной марионеткой истеблишмента. Они будут продолжать делать то же самое, что и десятилетиями, верно?
Верно, потому что у вас есть неизбираемые нефиалы, которые действительно всем заправляют. И, конечно, я думаю, вы бы сказали, что это олигархи. Олигархи. Олигархия. Да, да. Олигархия — это то, что я искал, и это в основном означает. Если хочешь баллотироваться, делай то, что мы говорим, или тебя никогда не изберут, потому что нет денег на выборы. Это будет повторяться снова и снова. И я думаю, что произойдет то, что, как вы говорите, когда у власти глупые люди, никого не волнует, что происходит с обычными людьми. И вы можете мириться с кукольным театром и ложью только до тех пор, пока все не рухнет. И мы будем делать то же самое, что CNN, когда репортер стоит перед горящим зданием и все такое. Здесь все в порядке. Верно? Здесь все в порядке. Как говорят люди, в магазине нет еды. И я вижу, что в какой-то момент люди буквально пойдут на Капитолий. И прежде чем они дойдут до этого, в США начнутся беспрецедентные репрессии. Я имею в виду, да, такие репрессии. Ладно, я не говорю о том, чтобы, например, запретить людям пользоваться Твиттером или что-то в этом роде. Я говорю о том, что ФБР и секретные службы будут выходить на улицы, арестовывать людей за неправильные слова или мысли, или любого, кто вызывает подозрения. Это будут такие репрессии, что Советский Союз времен Сталина покажется чертовым карнавалом в Вудстоке, понимаете? Soviet Union look like a fucking Woodstock carnival. Okay? Я говорю вам это, потому что есть много факторов, способствующих репрессиям. Во-первых, потому что все подключены к сети, и будет очень легко выявлять диссидентов и подавлять их. Вы можете забанить их в социальных сетях, но гораздо эффективнее лишить их возможности зарабатывать на жизнь, закрыв их банковские счета, понимаете? И это происходит. Да, и это происходит. Это уже случилось с людьми, которые относительно безобидны. Я имею в виду, что есть такой Роберт Спенсер, я думаю, это не Ричард Спенсер, а парень по фамилии Спенсер, который вроде как эксперт по Ближнему Востоку. Он перешел дорогу не тем людям, и его счета в MasterCard и Visa заблокировали. Ладно, и если вы не можете пользоваться пластиком, вам конец. Пластик нужен для всего, верно? Электронные платежи сделали это очень удобно. У всех есть все на телефоне. И проблема в том, что будет легко выявлять диссидентов и подавлять их. Понятно. А если это не сработает, они просто придут к вам домой и арестуют вас за что угодно. И мы видим это на примере людей, которые выступают против вакцинации, против чего-то еще, по какой-то причине. Неважно, что вы о них думаете. Но государство приходит к ним домой и запугивает их до смерти. И вы видите, что происходит в Канаде, это будущее США. Канада — это будущее США. Они придут с уровнем репрессий. Да, они придут с валютой Центрального банка. Сначала они разберутся с этим. Да. А потом они займутся остальным, где смогут. Знаете, с чего это начнется? С карт электронных переводов, которые выдают людям, получающим пособие в США. Верно? Верно. С их помощью можно покупать что угодно, но нельзя покупать то, что хочется. Можно покупать еду и подгузники, но нельзя покупать, например, сигареты или алкоголь, верно? Да. И это делается прямо в автомате. Да. И чем больше людей будут беднеть, тем больше будет выдаваться карт ЭД. И с помощью карт ЭД они будут контролировать людей. Это будет очень неприятно. И вы знаете, все будут очень возмущены и злы, но из-за того, что все разобщены, им будет очень трудно организоваться. И дело не только в разобщенности, но и в том, что у них нет возможности организовать какой-нибудь марш или что-то в этом роде. Они будут мешать им ставить препятствия и блокировать людей, которых они считают ключевыми фигурами. Потому что, например, в Твиттере они начали изучать шаблоны твитов, верно? И они определили, что есть определенные люди, у некоторых из них не так много подписчиков, но они являются ключевыми фигурами в распространении информации.
И они быстро поняли, что это был тот парень, тот парень, тот парень, тот парень, который вдруг написал один твит, и он стал вирусным. Он просто взорвался, верно? И точно так же они могут вычислить ключевых людей в диссидентском движении и изолировать их. Понятно. Я имею в виду, что если вы изолируете всех его знакомых, то в этом секторе матрицы больше не будет никаких движений. Понимаете, о чем я? Просто вытащите пару ключевых фигур из системы связи, и она развалится. Да, точно. И у вас будут беспрецедентные репрессии. Это будет похоже на метафору с кипящей лягушкой. Если в кастрюлю с кипящей водой бросить лягушку, она выпрыгнет, верно? Но если вы положите лягушку в холодную воду и начнете нагревать, она никогда не выпрыгнет, пока не сварится заживо. Это будет примерно так. Они просто будут медленно нагревать воду. Это пробный запуск. Я думаю, что отчасти это были локдауны из-за ковида. Да. Да, все в порядке. 15 дней. Давайте добавим еще месяц. Теперь вам нужна ночь. И что у вас получится в итоге? У вас все еще будет много людей, которые в конце концов скажут, если вы этого не поняли, вас нужно посадить. У вас отберут детей, а вас изолируют от общества. И это американцы. Так что у вас будет пара таких политиков, которые, слава богу, не имели достаточно власти, чтобы это сделать. И это конец. Но я думаю, что это должно произойти раньше всего остального. Я думаю, что отключение социальных сетей может произойти, но сначала им придется убрать Илона, потому что все просто перейдут туда. Я думаю, что Илон, он понимает игру. Он знает, как далеко он может зайти, но он один из тех, кто находится в своем гнезде. Я согласен. Но я думаю, что он также понимает, что если это не остановить сейчас, то в будущем денег не будет. В будущем не будет электромобилей. Это возвращает нас к моей мысли о том, что класс лидеров глуп. Понимаете, Илон Маск умный парень, но большинство других людей, которые всем заправляют, не умны. Они не видят вторичных последствий своих действий. Но Илон увидит. Но он будет один. Верно. Вот почему я говорю, что им придется преследовать его и Твиттер, потому что Илон не скажет: «Хорошо, я буду цензурировать Твиттер». Я начну отключать каналы. Я не думаю, что он это сделает, потому что он знает, что произойдет в долгосрочной перспективе. Но сначала им придется его отключить. Посмотрим, посмотрим. Но, кроме того, есть еще вторая поправка. И даже если завтра президент выйдет и скажет: «Я издал указ, все оружие незаконно», вы должны его сдать. Я думаю, вы будете шокированы количеством американцев, которые просто скажут: «Нет, этого не будет». И это будет их первая реакция. Потому что у нас 400 миллионов единиц оружия. У нас 300 и, я не знаю, 50 миллионов взрослых здесь. У нас 600 военных. А сколько у вас полицейских? И вы удивитесь, сколько шерифов и местных полицейских скажут: «Нет, мы не позволим вам это сделать». Так что на самом деле у вас будет много местных полицейских, которые встанут на сторону людей. И пока сохраняется такой уровень восстания и насилия, это еще предстоит выяснить. И на данный момент я могу сказать, что я совершенно уверен, что могу сказать следующее. Я могу сказать, что в ближайшие 18 месяцев произойдет финансовый крах и катаклизм, по сравнению с которым 2008 год покажется прогулкой в парке. Хорошо, я согласен. Полный финансовый крах в ближайшие 18 месяцев. Это будет депрессия 1930-х годов. О, еще хуже, еще хуже. Хорошо, потому что есть еще одна проблема. Понимаете, в 1930-х годах у большинства людей был доступ к местным продуктам питания. Сегодня это не так. Верно. И это будет катастрофа. Вы знаете, пригородная модель образа жизни. Забудьте о городах. Пригородная модель. Вам нужно много энергии, энергетических ресурсов, чтобы получить что-то. Хорошо. Вы живете в пригороде, вам придется проехать хотя бы милю или около того до местного супермаркета. Хорошо. И я пытаюсь сказать, что в ближайшие 18 месяцев в Соединенных Штатах произойдет катастрофический экономический крах. И я думаю, что в панике класс лидеров попытается развязать войну с Китаем.
И вы уже видите, как они усиливают антикитайскую риторику, говорят о санкциях против Китая, поднимаются по эскалатору санкций. Потому что эскалатор санкций, вы, очевидно, уже были на нем, знаете, как только вы на него встанете, вы уже не сможете вернуться, понимаете? Вам придется идти до конца. И это эскалатор санкций. Как только вы начинаете с санкций, это как, хорошо, мы ввели эту санкцию. Она не сработала. Мы ввели эту санкцию, она не сработала. И вы просто поднимаетесь все выше и выше. Верно. И они будут поднимать санкции, и это еще больше навредит американской экономике. Но у вас будет Россия. У вас будут Россия, Китай, Индия и, возможно, пара стран в Южной Америке. И они скажут, мы в порядке. И, конечно, Ближний Восток, они все объединятся. Это начало энергетических металлов, материалов всего. И они просто задушат остальное общество. Да, но это подводит меня к тому, что американская экономика полностью рухнет. И американский класс лидеров в панике попытается развязать войну с Китаем. Они будут утверждать, что китайцы злые, знаете, маленькие желтые люди в Китае пытаются разрушить американский образ жизни. И посмотрите на нашу разрушенную экономику. Это все их вина. Верно. И в Соединенных Штатах есть много экономистов, которые говорят, о да, глобальная война на самом деле была бы полезна для американской экономики, думая, что это 1938 год, хотя на самом деле это не так. У Соединенных Штатов больше нет промышленной базы. Верно. И поэтому, знаете, американская экономика рухнет, и они ввяжутся в войну с Китаем. Они не будут напрямую участвовать в этой войне в Украине, потому что я думаю, они ищут способ выйти прямо сейчас. Я думаю, они ищут способ сохранить лицо и выйти прямо сейчас. Да-да. Потому что война здесь идет катастрофически. Она практически закончилась. Это просто вопрос времени, я думаю, понимаете? Я имею в виду, что потери киевского режима просто астрономические. Вы говорите примерно о 10 убитых на одного российского солдата. Да. И если посмотреть на каждый вид оружия, например, артиллерию, то соотношение примерно 25 к 1 в пользу русских. Единственное соотношение, которое не такое уж и неравное, это потерянные вертолеты. Украинцы теряют 4 вертолета на каждый потерянный русский. И это самое низкое соотношение по всем остальным показателям. Это катастрофа. Хорошо. Что же, если не считать боеприпасов, у Украины скоро закончатся люди. Я имею в виду, что они бросают этих парней в мясорубку. И мейнстрим этого не видит, потому что они не показывают это. Но мы с вами правы. Мы с вами в Твиттере видим аккаунты, которые видим, и делимся информацией, которой они делятся. Там так много видео с украинцами, мужчинами в боевой экипировке. И люди говорят, о, это дезинформация. Послушайте, вы можете увидеть только то, что украинские мужчины говорят, что у нас заканчиваются люди. У нас нет оружия. Мы голодаем. Нет лекарств. У нас туберкулез. Есть только столько видео, которые вы можете увидеть. И если бы это была настоящая пропаганда, они бы ее поддерживали. Они бы ее показывали. Но поскольку это что-то вроде «нам нужно замять это дело», я думаю, что многое из этого говорит о том, что Соединенные Штаты только что заявили, что, возможно, эта Украина взорвала Северный поток. Сейчас это была нелепая история. Верно, но они начинают это делать, чтобы как бы оценить, ладно, давайте заставим американцев думать, что Украина ведет себя подозрительно, а потом мы можем выйти и сказать, о, вы знаете, мы не знали, что они плохие парни, или знаете, они были такими плохими, что мы просто отступим, и они позволят этому случиться и попытаются сохранить лицо. Но проблема в том, что когда они начнут брецать оружием и вступят в конфликт с Китаем, проблема в том, что Китай не думает о 5, 3 или 10 годах. Они думают о 50 годах. Они думают о будущем через 60 лет. И поэтому разрешая TikTok продвигать LGHDTV, транзит детей, наркотики, плохие поступки, драки и проблемы расового разнообразия. И они позволяют этому происходить в TikTok. А что вы видите в TikTok в Китае? Молодые люди учатся на инженерах, гордятся своей страной, женятся и любят друг друга. Так что это изнутри. А если мы вступим в горячий конфликт, то все, что нужно будет сделать Китаю, это действовать медленно, и это будет война на истощение. И в конце концов Америка скажет, ладно, нам нужно больше боеприпасов. У вас нет пороха.
У вас нет черного. У вас нет урана для наконечников, потому что он есть у России. Нет стали. Нет компьютерных чипов для корабля, который, знаете ли, взорвался или был поврежден. Нет чипа для ремонта монитора компьютера. И все, что мы будем делать, это медленно затягивать петлю на шее и просто медленно наклоняться, пока не перекроем кровь и воздух. И в какой-то момент мы задохнемся от собственного высокомерия. Да, это единственный способ, которым я это вижу. Да, и это класс лидеров Запада. Они полностью коррумпированы. Они полностью коррумпированы. Хорошо. И знаете, в какой-то момент каждая империя рушится. Империя — это исключение. Всегда происходит одно и то же. Знаете, прадед построил империю вместе со своим сыном, а потом приходит отец и делает все хорошо. А потом сын уже не так хорош. А потом внук оказывается полным идиотом и разрушает построенную империю. И вы видите этот процесс на протяжении всей истории в каждом начинании. Понятно. Это четвертый поворот. Да. Вы можете называть это как угодно, но это просто неизбежный человеческий цикл, в котором есть рост, развитие, апогей, а затем упадок. И этот упадок в конечном итоге приводит к краху. И империя никогда не восстанавливается после этого краха. Проблема. Многие люди говорят, что Америка — это исключение, что Соединенные Штаты — это исключение. Это самое высокомерное и тщеславное утверждение, которое только можно придумать. Никто не является исключением. Мы все умрем в достаточно отдаленном будущем. Это правда. И да, это не исключение. Я думаю, что на этот раз разница в том, что не Америка падет. Это Америка падет. Канада падет. Великобритания падет. А вы знаете, Запад падет. Австралия падет. Новая Зеландия падет. Потому что все эти авторитарные люди пытаются сделать это глобально. Все те люди, о которых вы говорили, европейцы, Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия, все они являются частью глобальной американской империи, которой правит космополитический класс лидеров, которые верны друг другу, но не верны народу. Им плевать на людей. И это глобальная американская империя, которую мы называем Западом, но историки назовут ее глобальной американской империей. И да, она рушится. И знаете, это были Соединенные Штаты, и у них были вассальные государства в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Западной Европе. И они слишком расширились и не обращали внимания на то, что делало их успешными, а именно на людей. Люди делают нацию, империю успешной. И если вы не заботитесь о людях, которые являются основой этой империи, в конечном итоге она рухнет. И я хочу вернуться к вопросу, который хочу обсудить. Это проблема молодых людей на Западе. Видите ли, эти молодые люди на Западе — основа глобальной американской империи. И сейчас империя активно их ненавидит, открыто ненавидит и хочет их уничтожить. И поэтому я бы сказал вашей аудитории, которая это слушает, если вы молодой человек, убирайтесь с Запада, потому что они вас ненавидят. Верно. Они вас ненавидят. Они не хотят, чтобы вы были образованными. Они не хотят, чтобы вы нашли себе пару, чтобы быть счастливыми и иметь детей. По их мнению, вы причина всех проблем на земле и на небе. Верно? Они вас ненавидят. Так что уезжайте. Не оставайтесь там, где вас не хотят видеть. Верно. Уезжайте в страны, где вас хотят видеть. Хорошо. Потому что есть много стран, которые будут рады, если вы приедете в какую-нибудь страну, например, в Таиланд, Китай, Индонезию, Россию, и вы выучите язык и попытаетесь интегрироваться в это общество. Они примут вас с распростертыми объятиями, потому что видят, кто вы. Молодой человек — это источник энергии, и он может направить свою энергию на благо всего общества. Верно. И молодые люди всегда были такими. Вот почему каждая война — это трагедия. Потому что в ней сражаются молодые люди. И эти молодые люди погибают на поле боя. Это потеря для нации, потому что эти молодые люди могли бы стать врачами, инженерами, кем угодно, и они бы построили много предприятий и так далее. И, конечно, они бы создали много семей с большим количеством детей. Хорошо. Так что это те люди, о которых вы должны заботиться больше всего и давать им больше возможностей. Но Запад их активно ненавидит. Да.
Если вас ненавидят, не оставайтесь там, где вас ненавидят. Вот мое мнение. По иронии судьбы я всегда говорю, если вы хотите иметь детей, если вы хотите иметь семью, вы не сможете сделать это здесь. Единственное место, где это можно сделать, это уехать в другую страну. Я думаю, что если бы мне было 25, и я начинал все сначала, у меня была бы приличная работа сетевого инженера. У меня была хорошая профессия. Я бы, наверное, поехал в Таиланд, на Филиппины, в Малайзию или куда-нибудь еще. Я бы нашел местную девушку, которая была бы рада, женился бы на ней, завел бы детей, она бы научила меня местному языку, помогла бы мне адаптироваться в обществе. Я бы, наверное, стал там гражданином и надеялся бы, что Китай не станет слишком большим. Вот так. Почему все так боятся Китая? Я не знаю. Я думаю, что сейчас, вероятно, есть сильное недовольство Соединенными Штатами. Мы очень долго были хулиганами. Нет, не поэтому Китай ненавидит Америку. Почему все думают, что Китай хочет уничтожить мир? Я так не думаю. Но Китай так думает. Если посмотреть, у них есть Тайвань, есть ли в этом смысл? Посмотрите, что сделали Соединенные Штаты. Я имею в виду. Давайте забудем о Соединенных Штатах и Китае, потому что мне это очень интересно. Почему все думают, что Китай — это большой злой монстр, который будет совершать всякие гнусные поступки? Я так не думаю. Но я думаю, что они всегда стремятся к росту и повышению уровня жизни. И один из способов сделать это — попытаться интегрироваться. И я не говорю о захвате других стран. Я не думаю, что Китай так действует. Я думаю, что они придут и сделают то же самое, что сделали Соединенные Штаты. Просто интегрируются. Эй, вам нужны наши деньги? Вот вам юаней, используйте их для своей инфраструктуры. Но вы знаете, что комиссия составляет 10% для большого босса. Так Соединенные Штаты добились своего роста. Я думаю, что Китай это понял и сказал, как Соединенные Штаты стали такими большими. Они продолжают раздавать бесплатные деньги и делают всех зависимыми от нефтедоллара. Они этого хотят. Теперь Китай хочет, чтобы юань стал новым нефтедолларом. Как они это делают? Ну, нет, они этого не делают. На самом деле они этого не хотят. Вы так не думаете? Нет, я так думаю. Они этого не хотят, потому что наличие резервной валюты – это большая проблема для страны, которая выпускает эту валюту. Это особенно для страны. Нет. Особенно для страны, у которой дефицит бюджета. Хорошо. Конечно, потому что страна, у которой есть долги, как у Соединенных Штатов, да, нефтедоллар, это здорово, потому что вы заставляете иностранцев финансировать ваш долг, что и происходит в Соединенных Штатах последние 40 лет. Но если у вас есть профицит бюджета и положительный торговый баланс, то ваша валюта станет резервной валютой. То есть другие страны по всему миру будут использовать ее для торговли между собой и отдельно от страны, которая выпускает эту валюту, что создает спрос на эту валюту, который приводит к росту цен на внутреннем рынке и фактически тормозит рост и развитие внутри страны, если у вас есть дефицит бюджета. Так что это невыгодно Китаю. Они активно пытаются сделать так, чтобы их валюта не стала резервной. Они, конечно, хотят торговать нефтью в юанях, но не хотят, чтобы юань стал нефтедолларом или чем-то подобным. Потому что, так вы думаете, что они позволят доллару США быть резервной валютой? Так что просто. Нет, они не позволят доллару США быть резервной валютой. Он исчезнет как дрон. Но позвольте мне закончить свою мысль. И это важно, чтобы люди это понимали. Видите ли, в будущем многополярном мире товары будут продаваться в разных валютах. Резервной валюты, какой мы ее знаем, больше не будет, потому что до доллара была британская стерлинговая валюта. Так больше не будет. Потому что это создает много проблем для страны, которая выпускает эту валюту. Гораздо практичнее, особенно в этом многополярном мире, иметь корзину валют. Я лично думаю, что они создадут что-то вроде валютного клирингового центра, что-то вроде.
Я использую название реального банка, но в реальном смысле это будет банк международных расчетов, где будут приниматься все валюты, и они будут обмениваться, и все смогут торговать. Но это будет корзина валют, а не одна валюта, например, юань, рубль или рупия, потому что это просто проблема на макроэкономическом уровне. И для поддержания положительного торгового баланса, и особенно для развития внутренней экономики, чтобы вы могли обеспечить лучший уровень жизни для своих граждан. Так что Китай в этом не заинтересован. И я читал некоторые документы китайского центрального банка, и они прямо не говорят об этом, но ясно, что они не хотят этого. Это слишком сложно. Так что нет, это не их подход к тому, что вы называете китайским империализмом. Потому что китайцы очень строги, постоянно говорят в каждом документе, что они не заинтересованы во вмешательстве во внутренние дела других стран. And they say repeatedly in just about every position paper that they make that they are uninterested in getting involved in the domestic. Верно. Они не хотят, чтобы другие страны становились мини-Китаями или чем-то подобным, потому что понимают, что это вызывает недовольство местного населения. Верно. Если вдруг им придется изменить свои обычаи, чтобы соответствовать своему крупнейшему торговому партнеру, это вызовет недовольство. Они не хотят этого делать. В то время как Соединенные Штаты активно экспортировали, например, психодраму, которую они разыгрывают со своим чернокожим населением, потомками африканских рабов, верно? Эту психодраму не хочет ни одна другая страна. И все же Соединенные Штаты постоянно пытаются экспортировать эту проблему с помощью так называемого мультикультурализма, потому что это неотъемлемая часть американской системы, экспортировать свою культуру в другие страны и делать их мини-США. Китайцы категорически против этого, потому что они понимают и прямо говорят, что это вызывает огромное недовольство. Так что это неправда. Ну, есть две вещи. Во-первых, я знаю, что Россия и Китай скупают золото как сумасшедшие. Интересно, попытаются ли они снова привязать свою валюту к золоту, а затем использовать его в качестве центрального банка? Вы не думаете, что они это сделают? Нет, потому что в мире недостаточно золота, чтобы обеспечить все валюты, которые выпускаются в мире. Люди думают, что золото может обеспечить все, но физически его просто недостаточно. Ну, это зависит от ситуации. Это зависит от того, сколько стоит унция золота. Если вы установите цену в $1 миллион за унцию золота, оно может обеспечить все. Ну, да, но это было бы непрактично. Хорошо, так что нет, произойдет следующее. Валюты будут обеспечены корзиной товаров, что вполне разумно. Вы не будете обеспечивать их одним товаром, золотом или даже 2 товарами, золотом и нефтью. Вы будете обеспечивать их множеством разных товаров, целой корзины. И это похоже на направление развития внешней торговли. И будет поддерживаться плавающий обменный курс между разными валютами. Потому что, когда вы привязываете обменный курс между странами, например, евро, еврозона, все страны, которые используют евро, вы можете думать об этом 2 способами. Это общая валюта для всего континента. Или вы можете думать об этом как о том, что все валюты привязаны друг к другу и имеют фиксированный обменный курс. Вот почему в европейской экономике были искажения, когда некоторые страны, которые были более развиты в промышленном отношении и имели торговый баланс, например, Германия до этого конфликта, верно? Они стали очень богатыми, а отдаленные страны стали очень бедными, потому что их валюта была слишком твердой, слишком дорогой из-за фиксированного обменного курса. И поэтому их промышленность рухнула из-за этого. И поэтому в Европе есть очень богатые регионы. Нидерланды, Бельгия, в меньшей степени Германия, некоторые районы Польши, где, Польша не входит в еврозону. Но, ладно, забудем об этом на минутку. Но Швейцария нет, у них швейцарский франк. Но такие страны, как Испания, Португалия, Южная Италия, стали очень бедными. Греция тоже.
Да, Греция стала полным банкротом после 2012 года именно из-за этой проблемы. Потому что если вы думаете о евро как о фиксированном обменном курсе, когда валюта не может плавать, вы создаете эти искажения и коллапсы местной экономики. И поэтому в многополярном мире у них будут плавающие обменные курсы, чтобы избежать этой проблемы. Потому что, опять же, настаивать на том, что будет одна резервная валюта, которая заменит доллар, нет, этого не произойдет. Понятно. И возвращаясь к первоначальному вопросу о страхе Америки перед Китаем, я думаю, что это просто эгоизм. Это не имеет ничего общего с геополитической или экономической реальностью. Это просто эгоизм, что правящий класс недоволен тем, что Китай наконец-то догнал их в промышленном отношении, что неизбежно, верно? И вдобавок ко всему, в Китае в 3 или 4 раза больше населения, чем в Соединенных Штатах. Неизбежно, что Китай станет более крупной экономикой, чем Соединенные Штаты. И я думаю, что это просто эгоизм правящего класса, который не может этого вынести. И поэтому они хотят начать войну, потому что вместо того, чтобы попытаться поднять Соединенные Штаты, они хотят опустить Китай. Верно. И я не думаю, что это произойдет. Ни с экономикой Китая, ни с тем, что они производят, ни со всем сырьем, которое у них есть. Я имею в виду, что на данный момент Соединенные Штаты уже не бумажный тигр. Это пустой бумажный пакет. И потому что мы ничего не производим. Да, знаете, мы больше ничего не производим. А то, что мы производим, основано на деталях, сырье и всем остальном, что мы получаем из других стран. Лично я думаю, что при таких темпах Китай справится с Соединенными Штатами, и что бы они ни пытались, я думаю, что Китай просто похлопает Америку по плечу и скажет: ладно, неважно. И они просто позволят культуре TikTok и всему этому безумию идти своим чередом. Я думаю, что они просто позволят этому идти своим чередом и оставят Америку в покое, потому что они знают, что в какой-то момент, если экономика станет настолько плохой, что вы не сможете достать пресную воду и еду, потому что все пойдет наперекосяк, все 400 тысяч единиц оружия в Соединенных Штатах в конечном итоге перестреляют друг друга, потому что их просто не хватит на всех. На этом мы закончим, тренер. Если бы вы были молодым человеком в возрасте от 20 до 30 лет, даже если бы у вас все было относительно хорошо, кем бы вы были? Я имею в виду, что вы переехали в Украину. Вы начали там. Что бы вы сказали, если бы вам было от 20 до 30 лет и все шло хорошо, но вы хотели бы сделать шаг вперед, чтобы обеспечить себе будущее? Или пенсию, или счастье, или семью, или свидание, что угодно. Что бы вы посоветовали? Если бы я был христианином западного происхождения, а я католик, и мне 20 с небольшим, у меня есть образование, которое можно применить. Например, юрист. Вы застряли в своей стране. Если вы юрист, вы должны быть юристом там. Понятно. Но если вы инженер, вы можете быть инженером где угодно. Допустим, у меня есть профессия, которую можно применить, и мне 25. Честно говоря, я бы переехал в Россию. Я бы переехал в Россию. Я бы выучил русский язык. Я бы нашел хорошую русскую девушку. Их там много. И русские девушки, знаете, у них такой менталитет. Я имею в виду, что Харьков традиционно русский город. И, кстати, к концу этого конфликта он станет частью России. Да. Нет, и русские девушки, знаете, они хотят чего-то очень простого. Они говорят, что им нужен мужчина из камня, понимаете? Им нужен мужчина из камня, за которым они могут спрятаться и который будет их защищать. Понятно? Который будет их обеспечивать и защищать. И он не будет ныть, потому что это обязательное условие. Если вы западный мужчина, и вы едете в Россию, и начинаете делиться своими чувствами и прочим дерьмом, вы покойник, потому что они будут смотреть на вас как на придурка. Верно? Потому что вы западный мужчина, и западная культура внушила молодым людям, что они должны делиться своими чувствами, например, что мои чувства задеты, потому что мой латте был слишком холодным или что-то в этом роде. Я бы набрался смелости, чувак. Но в любом случае, если вы способный парень, я бы поехал в Россию и выучил язык, потому что это необходимо. Понятно. Я имею в виду, что куда бы вы ни поехали, вы должны выучить язык. Я имею в виду, что нельзя ожидать, что все будут говорить по-английски и обслуживать вас. Это глупо. Кроме того, я бы не стал общаться с экспатами. Понятно. Потому что вы хотите общаться с местным населением. Понятно? И поэтому вы хотите выучить язык как можно быстрее. Потому что если вы общаетесь с экспатами, это все равно, что калифорнийцы, которые переезжают в Техас и продолжают голосовать за демократов. Вы просто берете с собой то же дерьмо, от которого хотите избавиться, верно?
Так что интегрируйтесь с местным населением, где бы оно ни было. Будь то Таиланд, Малайзия, Россия или что-то еще, это не имеет значения. Выучите местный язык, интегрируйтесь с местным населением. В России, Азии и других странах много девушек, которые хотят найти порядочного, трудолюбивого парня, который будет приходить домой к вкусному ужину и чистому дому с кучей детей. Потому что большинство женщин в остальном мире этого хотят. Они хотят мужчину, который будет обеспечивать их, чтобы они могли обустроить свое гнездышко, родить детей, содержать дом в чистоте и готовить вкусный ужин. Они этого хотят. Понятно. Я имею в виду, что многие американские мужчины этого не понимают. Потому что уже много лет это феминистская чушь, что ты можешь быть и тем, и другим, и все такое. Нет нормальной женщины. Слушайте, чтобы сделать женщину счастливой, нужно очень-очень просто. Вам нужно сделать две вещи. Держать ее беременной и водить по магазинам. И все готово. Понятно. Она рожает ребенка каждые пару лет, а вы обеспечиваете ее деньгами, чтобы у нее было уютное гнездышко, и ваша жизнь будет прекрасной. Понятно. Я имею в виду, что это очень просто. Люди просты. Люди все усложняют, но по сути все просто. Что нравится женщинам? Что нравится мужчинам? Быть с другими парнями и охотиться на мамонта. Вот что нам нравится. Это круто. Верно. Понятно. И мы чувствуем себя частью команды, которая охотится на мамонта, или частью инженерной команды, которая решает сложные задачи по программированию, верно? Нам это нравится. И мы хотим вернуться домой уставшими. А чего мы хотим? Вкусный горячий ужин, телевизор и секс перед сном. А потом начинается новое утро. Вот что делает нас счастливыми. Да, понятно. А что делает женщину счастливой? Уютное гнездышко с кучей маленьких, маленьких зверушек, бегающих вокруг, верно? И знать, что мужчина обеспечивает ее всем необходимым для этой жизни. Да. Она не хочет слышать о твоих чертовых чувствах. Понятно. Верно. Верно. Нет, понятно. Она хочет, чтобы ты ее слушал, знаешь, болтал с ней. Дети, это нам нужны новые обои. Да, но ты просто говоришь, ладно, как скажешь. Но знаешь, держи ее беременной и води по магазинам, и все готово. Да, большинство женщин во всем мире этого хотят. Понятно. Подавляющее большинство, понятно? Если ты можешь это обеспечить, ты в порядке. Но дело в том, что американская и европейская культуры промыли мозги обоим полам, пытаясь сделать их похожими друг на друга. А что женщина должна, работать, делать карьеру и все такое, что совсем не делает ее счастливой. Верно. А мужчины должны быть как женщины, говорить о своих чувствах и обо всех мелочах своей жизни. Нет, знаешь, будь мужчиной, найди женщину, и все готово. Но, знаешь, на Западе это не скоро произойдет, потому что, знаешь, я говорю это, и я жена-ненавистник. Держу пари. Ты тоже это слышал, верно? Я не слишком часто это слышу, но только потому, что я довольно хороший посредник. Я неплохо умею играть в эту игру. Один из стримеров здесь — это действительно единственный вопрос, который у меня к тебе есть, и на этом мы закончим. Насколько сильно изменилась твоя повседневная жизнь из-за всего, что сейчас происходит там? Довольно сильно. Да. Все закрыто. И это ограничивает мои возможности делать то, что я хотел бы делать. Но это был очень интересный опыт. И знаете, оглядываясь назад, я думаю, что это будет очень ценный опыт. Это очень скучно. Это единственное, что меня беспокоит, потому что приходится ждать. Верно. Еще одна очень утомительная вещь – это то, что здесь, в Харькове, сирены воют примерно полдюжины раз в день. Понятно. И ты привыкаешь к этому и успокаиваешься, понимаешь, что это не так уж и важно. Но через некоторое время ты понимаешь, что эти сирены очень вредны, потому что ты напрягаешься и впадаешь в депрессию из-за них, потому что тебе страшно. Потому что каждый раз, когда ты их слышишь, ты думаешь, что что-то произойдет, потому что часто так и бывает. Я имею в виду, что в начале сентября в здание рядом с моим попала российская ракета. У меня есть фотографии и все такое. К сожалению, я не могу показать вам фотографии, но с удовольствием покажу их вам после войны, потому что они показывают мое точное местоположение. Очень легко увидеть здание на заднем плане и понять, где я живу. Справедливо. Но да, у меня есть отличный снимок.
Я имею в виду просто идеальный, понятно? Потому что это произошло. Потому что я живу в многоквартирном доме и спускался по лестнице. Потому что из-за обстрела отключили электричество. А ракета попала в противоположную сторону от моей квартиры. Так что с моей квартирой ничего не случилось. Но ракета попала в лестничную клетку напротив. Я спускался по первому пролету лестницы, и окно там было разбито. И я подумал, ого, что случилось? И я не понял, что ракета попала так близко. И я сделал этот идеальный снимок. И на переднем плане снимка видно разбитое стекло моей лестничной клетки, верно? А за ним видна огромная дыра в здании. Это чертовски круто, правда? И да, это произошло в начале сентября. И да, страх попасть под ракету не так уж и мал. Но дело в том, что русские, когда они бьют по тебе ракетой, точно знают, куда целятся. Понятно. И если ты живешь или работаешь в месте, которое не имеет значения с военной точки зрения, тебя не заденет. Но они действительно очень точны. Они точно знают, куда целятся. И да, вся эта военная ситуация просто невероятна, понимаешь? И то, что происходит, просто немыслимо. Например, у них есть так называемый контрбатарейный огонь. Я немного отклоняюсь от темы, но мне это интересно. Понимаешь, у одной армии здесь есть артиллерийское орудие, ясно? Они стреляют артиллерийским снарядом. А здесь у них контрбатарейный огонь. Это радарная система, которая определяет траекторию полета снаряда, его точку запуска, и стреляет в ответ, чтобы поразить его. И они попадают, понятно? Они попадают так много раз, что им приходится перемещать артиллерийское орудие с того места, откуда они стреляли. Им приходится перемещать его за 15 секунд или, знаешь, не больше, чем за 30 секунд. Потому что если они будут ждать минуту, а оно все еще будет на том же месте, то, скорее всего, попадет. Это невероятно. Я имею в виду современные технологии, потому что люди думают, что артиллерийский огонь — это просто случайные снаряды, летящие куда попало. О нет, это точно в цель. И у них повсюду дроны. Понятно. И они летают так высоко, что их не слышно. Но у них есть глаза именно там, куда они хотят попасть артиллерийским снарядом. И ты видишь эти большие пушки, и они выглядят такими простыми, правда? Но эти пушки невероятно сложны и оснащены всевозможными технологиями. Я имею в виду, что снаружи они выглядят как что-то из Второй мировой войны, но снаряды, да, они попадают с невероятной точностью. Понятно. Ну, у них, наверное, есть процессор. И когда дрон зависает прямо над целью, которую они хотят поразить, он определяет местоположение по GPS, передает данные артиллерии. И артиллерия говорит, вот расстояние. Вот скорость снаряда, немного математики и бабах, бабах. И дело в том, что никто даже не делает расчеты. Это просто раз, два, три. Парень, управляющий дроном, нажимает зеленую кнопку, чтобы зафиксировать цель. И через секунду что-то выстреливает. Понятно. Это невероятно. Понятно. Я видел кадры, как какой-то джип убегает со скоростью 40 км в час, и в него попадает артиллерийский снаряд. Он был выпущен с расстояния в 10 километров и попал прямо в движущуюся цель. И ты думаешь, как, черт возьми, они это сделали? Это как какая-то ужасная магия, понимаешь, которая выходит за рамки. Это невероятно. Знаешь то, что происходит сегодня? Давай надеяться, что все скоро закончится. И это не продлится долго. Я тебе говорю, давай надеяться, что конфликт между Китаем, Тайванем и США не выйдет из-под контроля, хотя я боюсь, что это возможно. Но, да, знаешь, я уже год или два кричу об этом ребятам на каналах. Я говорю, уезжайте из городов, найдите участок земли, где есть хотя бы пресная вода, может быть, немного солнечной энергии, и готовьтесь. Потому что я думаю, что через пару лет все закончится. Я настаиваю на этом, потому что сейчас я в бешенстве из-за того, что не могу построить на своем участке солнечную электростанцию и металлический дом.
выкопать колодец и септик. Так что, по крайней мере, у меня будет крыша над головой, где я смогу утеплить дом, поставить дровяную печь, иметь собственную пресную воду, солнечные батареи и аккумуляторы. Так что, если мне понадобится подключиться к интернету и установить Starlink или что-то еще, я сделаю все возможное, чтобы отключиться от сети. Потому что мне будет гораздо спокойнее, если это будет просто конфликт между нами и другой страной. И, конечно, мы не хотим, чтобы ядерное оружие было применено, но если это будет просто сухопутная война, то... Но когда твое собственное правительство вот развалится, а поставок еды и воды больше нет, и люди готовы перегрызть друг другу глотки, чтобы прокормить свои семьи, я думаю, что скоро все станет очень грязным и уродливым. Да, меня это тоже беспокоит. Было здорово участвовать в вашем шоу. Большое вам спасибо. Я ценю, что вы пригласили меня. Я уверен, что когда все закончится, или, знаете, через пару месяцев, когда появятся новые новости, мы свяжемся с вами. Мы сделаем это снова. И еще я хотел спросить вас, знаете, мне не хочется подводить вас в последнюю минуту вашего шоу, но я бы хотел пригласить вас на свое шоу за круглым столом. Я действительно хочу провести шоу с вами, Перл, понимаете? Да, жемчужные вещи. Да, я хочу провести шоу с вами и Перл, чтобы обсудить ситуацию с мужчинами и женщинами на Западе, потому что это действительно катастрофа. И я думаю, что это будет интересная дискуссия. Да. И я думаю, что у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы ей задать, потому что, я думаю, ей скоро исполнится 30, и она хорошо говорит всем. Эй, вы должны остепениться в молодости и не делать того и этого. Но, я не знаю, кажется, она делает многое из того, что говорит не делать. Так что это может быть интересно. И я имею в виду, да, вы никогда не знаете о чьей-то личной жизни. Так что, нет, не уйду. Но если я здесь говорю, ребята, не женитесь, что бы вы ни делали, не женитесь. А моя жена идет позади меня. Ладно, теперь есть небольшое несоответствие. Это верно. Это верно. Так что это может быть интересный разговор. Она мне нравится. Я думаю, что она, по крайней мере, доносит правильное послание, даже если сама не живет в соответствии с ним. Я думаю, что она делает великое дело. Но было бы интересно узнать, что она думает об этом. Так что если вы когда-нибудь договоритесь с ней, просто дайте мне знать. Я всегда готов что-то сделать. Да. Ладно, будем в безопасности. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Увидимся в Твиттере. Я уверен, что мы еще пересечемся по каким-нибудь сумасшедшим делам. Определенно. Ладно, сэр, берегите себя. Спасибо, что присоединились к нам. Большое вам спасибо. Всего наилучшего. Ладно, чувак. Пока. Спасибо, чувак.